Привет, друзья! Приветствую вас на моем канале. В этом видео я покажу вам итоги своей творческой недели, что я раскрасила и нарисовала. Я затронула две раскраски, и также у меня есть рисунок гуашью. Надеюсь, вам понравится. Давайте начнем с этой раскраски Аниморфия Кирби-Розанос. Я эту раскраску покупала в Таиланде, она у меня на тайском языке. И здесь я раскрасила вот такой разворот с фламинго. Эту работу я раскрасила на марафон Ольги Рани на YouTube. В основном здесь я все раскрашивала детской акварелью. Фон у меня раскрашен акварелью, сами птички. Но именно на мелких дудликах я потом дорабатывала карандашами. Некоторые объекты полностью карандашами красила, именно мелкие. Вот. Но основной объем работы выполнен здесь акварелью. Здесь очень много мелких деталей, поэтому работа заняла у меня достаточно много времени, но разворот получился ярким, и акварель довольно-таки хорошо легла на эту бумагу, но воды я использовала по минимуму. Не уверена, что профессиональная более акварель ляжет хорошо на эту бумагу. Все-таки, если добавить много воды, то акварель протечет, бумага достаточно сильно промокает, но для детской акварели она вполне подходит. На этой иллюстрации очень много дудликов мелких, которых не знала я, как красить. В основном я их раскрасила всех голубым цветом, таким голубо-зеленым. Плюс здесь есть деревья, цветочки. В общем, чего тут только нету на этой иллюстрации. Поэтому она очень сложная, легко ее точно не назвать. Но я рада, что такой большой разворот закончила в этой раскраске. И сейчас покажу следующую работу. Это раскраска загадочной кошки, картины-пазлы. Я уже не раз ее показывала. Я обожаю эту раскраску, обожаю кошек. И здесь я раскрасила вот такую милую кошечку. Использовала я маркеры. Захотелось мне раскрасить в таких розово-красно-коричневых тонах, и мне нравится очень это сочетание. Обожаю иллюстрации в этой раскраске, они всегда очень здорово смотрятся, несмотря на то, что раскраска большая, но много времени раскрашивание не занимает, так как эти области довольно большие. И раскрашивание этих кружочков такой медитативный процесс. В общем, мне очень нравится. Здесь к тому же очень плотная бумага, и маркеры практически не просекают на следующий лист. Я, конечно, подкладывала бумагу под эту иллюстрацию на всякий случай, но эта бумага у меня оказалась просто чистой. Так что маркерами можно и без подложки красить, но на всякий случай я все-таки, конечно, эту подложку подкладываю. А портреты кошек получаются как живые, они такие яркие, такие выразительные. И, конечно, маркерами здесь очень удобно красить, благодаря тому, что иллюстрации односторонние. Возможно даже, что скоро эта раскраска у меня закончится, но я не тороплюсь, потому что мне эта раскраска доставляет очень много удовольствия, поэтому я даже, можно сказать, ее растягиваю. Следующая работа, которую я на этой неделе сделала, это вот такие чашечки кофе. Я рисовала гуашью на бумаге для черчения. Я здесь разделила лист на две части, и получилось у меня две иллюстрации на одном листе. Так что можно считать эту картину как за две отдельные работы. Здесь, как видите, чашечки с кофе. Референсы я нашла на Pinterest. Мне очень нравится рисовать вот такие картины с напитками. Как вы видели, я до этого рисовала и показывала вам мастер-класс, как рисовать глинтвейн. Вот, и решила вот нарисовать кружки с кофе. Эти иллюстрации очень теплые такие, как будто чувствуешь запах кофе, когда на них смотришь. Как обычно, я использовала гуашь Малевич в тюбиках 36 цветов. Мне нравится в таких иллюстрациях, что они не занимают много времени, и они достаточно простые, очень просто их нарисовать.
а смотрится как рисунок профессионального художника и даже напоминает рисование маслом, а не гуашью. Можно смело поставить такую картинку в рамочку и там повесить на стену, поставить на стол. У меня даже появилось такое желание приобрести скетчбук и заполнить его только рисунками с различными чашками, напитками. Мне кажется, будет очень интересно, получится классный скетчбук, и можно будет довольно быстро его заполнить. Пишите в комментариях ваше мнение, интересно ли вам будет такое посмотреть, понаблюдать за процессом рисования такого скетчбука. И любите ли вы сами рисовать чашки с различными напитками? Мне будет очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. А также пишите в комментариях, какая работа в этом видео понравилась вам больше всего. И прошу вас ставить лайки, мне будет очень приятно. И мои видео будут рекомендоваться большему количеству людей, а это будет меня стимулировать снимать все больше и больше, придумывать еще интересные идеи для видео. Спасибо вам за просмотр и увидимся в следующих видео. Пока!